Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня я приготовлю полуфабрикат из баклы и заморожу его на зиму. Наверняка многие из вас знают, что бакла из семейства бобовых. Бакла богата полезными и целебными веществами. И поэтому я, как и многие хозяйки, активно включаю баклу вместе с другими бобовыми в наш рацион, в рацион моей семьи. У нас в Азербайджане ее называют пахла. Я в основном применяю баклу в сябзиплове. Те гости, которые в первый раз пробуют плов с баклой, всегда задают мне один и тот же вопрос. А это что, молодой каштан? Бакла также отлично подходит для фаршировки овощей. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. Пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления заготовки из баклы на зиму, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Из ингредиентов мне понадобится только сама бакла, а еще надо будет вооружиться контейнерами. Первоначальный вес и выход конечного продукта, как всегда, оставлю под видео. Итак, баклу кладу в воду примерно на час. После дважды меняю воду и каждый раз перед тем, как переложить баклу в другой тазик, тщательно мою ее. Убедившись, что бакла абсолютно чистая, откидываю ее в дуршлаг, а затем на хлопчатобумажную скатерть, чтобы вся вода стекла. Достаю бобы баклы из стручков. Для этого открываю стручки, вынимаю из них бобы и кладу в глубокую посуду. А шкурку стручка откладываю в сторону. Она мне не нужна. Если дома есть маленькие дети, то их можно тоже привлечь к этой работе. Им весело, а вам подмога. К тому же это очень хорошее упражнение для развития мелкой моторики. Только обязательно наденьте перчатки, так как длительный контакт с этим бобовым растением может вызвать аллергию. Лично я с этим не сталкивалась, но как-то читала о том, что такое возможно, особенно у детей. Так как я люблю работать в перчатках, мне это, слава богу, не грозит. Друзья, конечно же, при желании можно сначала достать бобы из стручков баклы, а потом помыть их. Но лично я сначала мою стручки, а затем уже достаю бобы. Ну что я буду грязь разводить? С чистым продуктом же приятнее иметь дело. А вы действуйте на свое усмотрение. Так, идем дальше. После того, как все бобы извлечены, перехожу к следующему этапу приготовления полуфабриката из баклы. А именно, снимаю кожицу с бобов. Я это делаю так. Чуть-чуть раскрываю, надрезаю кожицу боба ножом, а дальше она с легкостью снимается, даже ногтем. Это занимает некоторое время, но, поверьте, оно того стоит. Если оставить на бобах кожицу, то при варке она всплывает и придется вылавливать ее ковшиком.
Но зачем осложнить себе жизнь, когда можно сейчас чуть-чуть поработать и зимой иметь дело с безупречным продуктом? Так что не советую оставлять кожицу на бобах. Насколько нежны сами бобы баклы, настолько же груба их кожа. К тому же она почти не прожевывается и очень плохо переваривается. В общей сложности из чуть более 3 килограмм баклы очищенного продукта получилось кило 100, кило 200. Я уместила баклу в 3 контейнера. В 2 из них я положила по 300-350 грамм очищенной баклы. Такого количества баклы будет как раз, если сварить плов из 2-2,5 стакана риса. А в третий контейнер поместилось 400-450 грамм баклы. Этот контейнер я оставлю на тот случай, когда у нас будут гости, так как такого количества баклы будет достаточно для плова из 4, даже 5 стаканов риса. Контейнеры я не взвешивала, просто я готовлю такой полуфабрикат уже не первый год, и поэтому отлично знаю, в какой контейнер сколько баклы умещается. При желании вы можете взвесить. А на каждый стакан риса я беру 120-130 грамм баклы. Вы же действуйте на свое усмотрение. И вот первый контейнер с очищенной баклой уже готов. Вот так друг за другом я заполняю и другие контейнеры. Друзья, как я уже говорила, я в основном применяю баклу в сябзиплове. Мое первое знакомство с баклой произошло благодаря моей подруге Лейлы. Попробовав плов с баклой, приготовленный ею, я влюбилась в этот весенний плов с первой ложки. Лейлаш, наверняка ты смотришь мое видео. Я приветствую тебя и хочу сказать, что благодарна тебе за этот замечательный рецепт. С тех пор я часто готовлю плов с баклой, но с маленькой корректировкой, так как в классическом исполнении плов с баклой надо подавать с отваренными кусками баранины, а я подаю плов с баклой с мясом, жареным зеленью, то есть сябзи-говурма по-нашему, по-азербайджански. Первые 2 контейнера готовы, плотно закрываю их и убираю в сторону. Все, перехожу к третьему контейнеру. А вот и третий контейнер готов. Что ж, вуаля, как говорится, контейнеры с очищенной баклой готовы. Теперь я убираю их в морозильник и буду доставать по необходимости. Друзья, хочу отметить, что на моем канале есть видео, где я подробно делюсь своим рецептом приготовления сябзи-плова, в котором и применяю баклу. Ссылку на рецепт сябзи-плова оставлю внизу под видео, а также вы можете перейти на видеорецепт сябзи-плова, нажав на подсказку, которая сейчас появится на верхнем углу вашего экрана. Отмечу маленькую тонкость. Зимой перед применением баклу размораживать не стоит. Также не советую вам всю очищенную баклу класть в один и тот же контейнер. Лучше разделить их на порции и доставать по мере необходимости. Ведь каждая хозяйка знает, сколько стаканов риса для плова надо заварить на семью и сколько на гостей.
Наверняка многие из вас знают о том, что витамины и микроэлементы в замороженных овощах сохраняются лучше, если они сразу попадают в термообработку. Бакла также пригодится вам, если вы любитель фаршированных овощей. Бобовые – достойная замена мясу, они отлично подходят для фаршировки овощей. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом и всеми тонкостями приготовления заготовки полуфабриката из баклы. А какие заготовки полуфабриката вы замораживаете на зиму? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!